Че, Женя, куда собрался? За иранца? И че, где он? На скальном гребне где-то посередине. А, то есть еще до подушки не дошел? Не. Ага. То есть ночью будете его транспортировать или По где-то? обстоятельствам, сейчас до него дойдем. Что-то ушли трое, возвращаются двое. В этом году иранец на Памире был только один. Но в наш фильм он тем не менее умудрился попасть. Знакомьтесь, Махди. Hello. Hello, congratulations. Hello. Thank you. Ты как? Hello, thank you. How are you? О, О, брат. лицо мороженое. Дым даст, рамыш. Остальные первая степень. Основная цель настоящего интервью – понять логику и разобраться в мотивации этого народа. Ведь нужно же иметь какие-то веские причины, чтобы так рисковать одному, без необходимого опыта и надежного снаряжения. Или слишком верить в Бога, а может быть в русских спасателей, чтобы без акклиматизации идти на 7500. Very interesting. Thank you. Но в этот раз, видимо, Бог оказался благосклонен, и Мехди уже почти спустился по ребру Бородкина, но помощь спасателей все же потребовалась. С кем пойдете? С Сашей Семеновым, с Сашей Морозовым. Втроем? Ну и Баир еще. Будет здесь, на подхвате, если что, тоже прибежит. По Где-то. обстоятельствам, сейчас до него дойдем. Посмотрим, что там с ним. В каком он состоянии. Что он не идет, почему. Ну и там посмотрим, прикинем. Свяжемся. Да, по-любому он должен быть из языка, чтобы его взять. У него он большой иранский. Че, он запросил помощи или? Ничего не запросил. Ничего не запросил, он стоит там на середине. Просто На связь-то выходит? он уже Сейчас посмотрим. не двигается почти и уже очень соображает, ну, думаю. Ну че, Саня, опять? Очередные спасы? Очередное восхождение, очередная проблема. Ну ладно, все, помчали. Давай, Короче, я на постоянке. Их на Арарат не пускают уже. Да, он мне тоже рассказывал. Видели? Да, там президент выпустил какой-то указ. Iranian man not Что-то Гербаш там, какие-то беда. Да? Да, ну. Это со Проблемы с стороны ними? Турции, да? Здесь они Мексик. Правильно. Доктор. У него нога сломан вообще. Мы поговорили о том, как они ходят, что ему сертификаты нужны, что спонсоры нужны. Все это меняется, все это Но у тебя на для большой команды. Зовет в Иран, как всегда. Да, всегда, да? Баир у нас должен был возглавлять национальную команду, насколько помню, Ирана. До сих пор возглавляет. Мы уже несколько раз ездили в Иран, в Тегеран, посетили. Вот Лукума был. Вот эти горя. А зачем он их нес? Они бумажные? Я вообще обожался, конечно. Не, ну да, прикинь, какая-то кастрюля звякала на склоне, это вообще было. Просто он такой. Говорит, стиль восхождения у него нормальный, идет он хорошо, проблем никаких нету, никого он не звал опять, то есть все нормально. Короче, победа зовет его На следующий год. ночью на следующий год. Женщина. Вот так. Может их всех собрать и... Нас снимают, ты прекрати такое говорить. Ну и сертификат ему, конечно, нужно обязательно. Без него никак. Ну сходил. Сходил, да, говорит, стиль не важен, как сходил. За большой командой, по веревкам, не важно. Саня, ты не взвешивал его, кулек? Нет. Давай взвесим. Что-то он говорит, 27 килограмм у него. Ну 25 я думаю. Ну без барахла. Был маленький он. 20 может. Здесь? Здесь больше. Больше? Ну давай. Точно.
Ну, еды еще было. 20 килограмм. Не, он не сильно как бы этот. Ну, то есть без ампутации все нормально обойдется. До утра понаблюдаем еще. А какие-то препараты вы даете, там, тринтал или что-то? Сейчас, возможно, прокапаем дальше. Давление нормальное. У него сильное обезвоживание. Контрольно все посмотрим. И пальцы ног обработаем. Mehdi. Так, ну что, у нас сегодня 7 августа 2023 года. Мы в очередной раз находимся на поляне Москвина. Буквально на днях мы все спустились с пика коммунизма. Очень интересное восхождение у нас произошло. 19 человек в течение одного дня поднялось на данный пик. Очень интересное восхождение получилось в целом. Нам повезло с погодой. Лепота. Наша группа в полном составе. Ну и сегодня вот мы с нашим очередным новым другом собрались в палатке на поляне Москвина в базовом лагере. Зовут Мехди из Ирана. И ну, мы считаем, что это очень интересный гость будет. Для меня вот лично небольшой ремарочкой я сейчас скажу о том, что в принципе неважно, если человек находился на вершине, в принципе это достаточно для того, чтобы понять, что человек достиг своей высоты, своей цели. Но все же, конечно же, те цели, те методы, те способы, которые человек использует во время восхождения, они все-таки важны. Да, если мы говорим о бескислородном восхождении, о провешивании веревок, о том, с каким оборудованием человек все это совершал, это очень важно. Но есть люди, которые, скажем так, уровень спортивный, уровень альпинистский немного иной, которые работают по иным правилам. Поэтому сегодня мы хотели бы поговорить с нашим другом Мехди о некоторых вопросах, которые мы хотели бы сегодня понять и поднять. Но опять-таки некоторые зрители Дмитрия помнят о том, что были многочисленные проблемы в прошлые годы. Поэтому зададим представителю Ирана некоторые вопросы. Ну и первое, Зарина. У нас, кстати, с нами будет находиться Зарина, переводчик. Конечно, мы могли бы общаться по-английски, но на фарси будет у нас более четкий перевод, более четкое понятие и понимание того, что говорит наш собеседник. Ну и первое, что мы хотели бы сказать, это поздравить Мехди с восхождением на пик коммунизма. Congratulations. Thank you very much. Ага. خب. Мехди, расскажи, пожалуйста, о том, как ты готовился к горам, к данному восхождению, что ты делал? برای اون که اینجا بیاین کمونیسم رو سقوط کنین چی آمادگی دیدین؟ چقدر آمادگی دیدین؟ به فارسی بگم همون؟ آره. من همیشه آمادگیشو دارم. خب 25 ساله که کوهنوردی میکنم حرفه‌ای به صورت فنی. Он всегда готов, 25 میخوایم лет, بیوگرافیمون занимается профессионально альпинизмом. میخوایم به صورت انگلیسی بگم؟ نه. خب کانالش با زبان روسیه واسه همین با فارسی. 25 سال کوهنوردی میکنم فنی، صخره‌نوردی. بعد 20 سال پیش هیمالیا شروع کردم، قله اسپانتیکو رفتم، ارتفاع 7027 متر. قله خانتانگیری از مسیر شمالی رو رفتم از قزاقستان. چند سال پیش؟ اون سال 2005 بود. ببین سال 2004 با تیم ملی کوهنوردی ایران بودم. اسپانتیکو صعود کردم. 12 سال پیش. 20 سال 2004. 2004 году سال 2004 قله اسپانتیکو صعود کردم با تیم ملی کوهنوردی ایران. ایران. سال 2005 Спантик. اسپانتیک هیمالیای کاراکورام. Да, мы знаем об этой горе, конечно. Да. سال 2005 کانتانگیری شمالی В 2005 году Хантенгри с севера از قزاقستان. со стороны Казахстана. سال 2011 کورجنوفسکایا. В 2011 году Пикаржневская у него. پارسال لنینو В прошлом году Ленина. تو 3 روز صعود За کردم. 3 дня зашел و на Ленина. امسال هم که قله کمونیسم رو تو 6 روز В этом صعود году کردم пик коммунизма за 6 дней و 3 зашел. روز برگشتم انفرادی تنها بودم.
За 3 صعود дня انفرادی вернулся. به صورت یک مرحله‌ای بدون Профессионально. اکلیماتیزیشن. Без акклиматизации. То есть, Мехди, получается, что высотный альпинизм для тебя является основным, главным, не технические скалы. То есть ты любишь высоту. از شما میپرسم که شما کوهنوردی رو بیشتر دوست می‌داری. رشته اول من کوهنوردی، صخره‌نوردی، هیمالیا نوردی. رشته دومم بوکسه. مربیگری بوکس دارم. من یه پسر دارم الان 10 سالشه. اسمش سپهره. با اون بوکس کار میکنم. یعنی کوهنوردی خطرناکه. همون بوکس باش کار کنم. رشته سومم مربیگری آمادگی جسمانی دارم. بدنسازی، تمرین‌های آمادگی جسمانی. اینا رو هم شاگرد دارم، باشون کار میکنم. من درس آکادمیکم خوندم، فوق لیسانس، مستر آسیب شناسی ورزشی و اسپورت تروماتولوژی و کورکتیو اکسرسایز. فوق لیسانس آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی هم دارم. و شغلم هم آرایشگری هست. Короче, و نه مربی هم هستم. он любит مربی هم هستم. заниматься альпинизмом. Потом он это боксер, لیدرم هستم، لیدر کوهنوردی. лидер по коммунизму, в смысле по альпинизму. По альпинизму. У него сын, ему 10 лет, он занимается с ним боксом, он тренер по боксу. И еще он тренер бодибокс چی گفته؟ مربی آمادگی جسمانی بدنسازی. Спортивное подготовление, короче. Тоже у него ученики есть. تور لیدرم تو ایران برای کوهنوردی. Тур-лидер. Тоже там в Иране. Все понятно. Ну, получается, что альпинизм у него как хобби идет или это основная его работа? Чем он занимается еще? کوهنوردی شغلی اساسی شما از که فقط برای خودتون. نه کوهنوردی شغل اساسی من نیست ولی از اونم درآمد دارم. Это не основная его Шоглам работа, но арыжками. зарабатывает. Зарабатывает Да, альпинизмом? Да. На альпинизме зарабатывает. А почему именно альпинизмом? Почему не боксом? Бокс более развит в стране. Короче, کوهنوردی نه بوکس درآمد داره. من از چند جهت از چند راه درآمد دارم. Он говорит, что в Иране вот... This is my son. این پسرم. Да, у Good, него Сепе. 10 лет. سپر. Он занимается Альпинизм боксом. это очень опасно. Да, и он поэтому занимается. Мы он вчера с ним занимается по этой теме боксом. разговаривали. Да. И он в Иране зарабатывать на одном альпинизме это жить невозможно. И он зарабатывает на альпинизме, у него ученики и в боксе у него ученики. У него есть своя лавка, он еще парикмахер. И вот это основное его занятие. Вот это. А основное занятие, да? This is my son. А, да, вот нам Мехди показывает, как сын боксирует. То есть на ринге, да. This is my son. Спортивное подготовление. Надо потом, чтобы он это скинул. Да. Ну да, техничный парень. Да, мы вставим видео. Это его голос. А, комментирует, все понятно. این پسرمه. Подсказывает, тренирует. این پسرمه. Им, نه این. который в черном, это его сын. Вы ему скажите, чтобы он потом мне скинул. این ویدیو رو با اون میفرسته فیلمش بعد هم پسرم نشان بده. сын в черном. Зарина, спроси, пожалуйста, у Мехди, кто его учил непосредственно альпинизму? استاد شما تو کوهنوردی کی بود؟ اولین استادت. He died. Никто. Cancer. Сам. سرطان داشت. آقای حسین طالبی مقدم بود. مربی صخره‌نوردی منده بود. My rock climbing instructor. او سرطان گرفت. سرطان ریه. 18 سال پیش. 18 years ago he died. Because lung cancer. То есть тренер у него был, тот его обучал, все это понятно. بهترین صخره‌نورد ایران بود. Самый лучший دیواری علمکو دیواری معروفیه تو ایران. Самый лучший скалолаз. من دعوت کردم که بیاد با هم دیواری علمکو صعود کنیم. حالا اگه اومد ایران بگو. Хочет пригласить вас, чтобы вы с ним. Спасибо большое. 500 متر. Да. Хорошо, хорошо. 500 метров. Да, он об этом рассказывал, я من اونو помню. چند بار صعود کردم. مربی من
این حسین آقای طالبی مقدم که میگم حسین حسین طالبی حسین حسین طالبی طالبی 3 بار در یک روز 3 раза в день. با آقای حسن نجاتیان که الانم دوستمه آره. Спроси, Все бор- Зарина, пожалуйста. تو یه روز دیواری علمکو صعود کردم 3 раза в день вот эту стену они залазили за день. В حسین день آقا 3 раза. По 500 метров. Да. حسین طالبی مقدم و حسن человека. Но, نجاتیان видимо, у Мехди очень высокий уровень. Да. 1,5 километра в день пролезть, это очень Не, круто. не он, это его тренер А, с тренер его это другом. сделал. Тренер, он 18 лет умер от рака легких. А этот второй, который с ним. Мгм. он- А его сейчас друг, он- какие-нибудь есть организации, федерация, ассоциации по альпинизму, с которыми он сотрудничает, с кем он работает? شما الان با اون اجانسی کوهنوردی کار میکنین یا که تنها هستین؟ باشگاه داشتیم ولی خب مجوزش رو دوباره باید تمدید کنیم مجوزش تاریخش تموم شده У них была Дарим. организация, сейчас у них лицензия закончилась, им надо заново оформить лицензию. Ну, یکی از то есть есть организации, которые Да. помогают. یکی да? از دوستان دنبالشه وقتش آزادتره Один из его друзей занимается этим, потому что он, времени свободного у него побольше. А государство помогает в его Давлат кумак работе? мекунат, давлат ирон. نه فقط То خود есть بچه полностью ها отсутствует, да? Нет, они вместе, ребята вот собираются вместе. دولت فقط مجوزشو میده پول میگیره Государство Муджаведа за деньги же выдает лицензию и все. Мгм. Они ولی Понятно. сами. بقیه А چیزا вот эти экспедиции, в которые сейчас Мехди выезжает, а он оплачивает за свой счет? خرید وسایل تناب وسایل صخره همه چیز پای خود بچه هاست Все вот это, которые вот снаряжение, все это они за свой счет покупают. А шумо инжо омаден давлат ба шумо кумак кардиона. شما یک وقتی سکوت کردین برگردین یگون دولت یگون ببین امسال دولت $200 به من داد государство ему в этом году платит $200. $200. $200 $4,300 اسپانسر به من کمک کرد که اون کمکم کرد من اومدم 4 اسپانسر واقعا برای من $400, $4,300 اسپانسر برای من 400 рублей и Долларов. спонсора. Да, доллар. Спонсор. پدری کرد برای من Вот на эту поездку ему Да, اینو помогает بگو спонсор. حتما Понятно. حتما بگو که برای من اون اسپانسر پدری کرد Этот его спонсор для него как отец. Как отец он помог ему. Мгм. $4300 ему. دولت $200 داد Государство ему $200 все платит. А Понятно. его спонсор $500 هم خودم هزینه کردم $500 он сам потратил. Все понятно. Почему Дармазьму Мехди пойдем. выбрал именно коммунизм? Почему сюда приехал? Семитысячников, шеститысячников, восьмитысячников в мире много. Почему именно выбрал коммунизм? برای چی امسال فقط کمونیسم هستن قله‌هایی که 7000 6000 هستن بلندی برای چی شما حتما کمونیسم رو انتخاب کردید امسال خب نه 6000 رو که من اصلا سود نمی کنم دیگه خب بالای 7000 و اگه پول داشته باشم در آینده بالای 8000 шеститысячники его не интересуют пока у него только семитысячники если у него будут деньги он начнет с 8-тысячников. Все понятно. То есть финансовые проблемы. Ну, в Да, принципе, да, как да. и везде, Да, да. эта проблема везде присутствует. بعد А почему он приехал один у нас? برای چی شما تنها اومدید آخه به خاطر شرایط اقتصادی کسی نبود از دوستان кризис поэтому никто не смог он сам То есть из-за отсутствия Да, финансов да. приехал только بعد один. да? من برنامه حالا چرا کمونیسم رو انتخاب کردم آره. چون من خانتانگیری رو صعود کردم گورجنوفسکایا رو صعود کردم لنین رو صعود کردم کمونیسم هم گفتم امسال بیام صعود کنم و سال بعد برم پوبدا که مدال پلنگ برفی رو بگیرم потому что он был уже поняли Уже примерно поняли, к чему он ведет. Хантенгер был на Да. Ленина, Коржнецкая. На практически в на этом всех году у него семитысячниках был. план коммунизма. В следующем году у него победа в планах. Он хочет закрыть Снежного Барса. Ну да, честно говоря, это получается классическая схема, с которой мы последние годы встречаемся, когда люди преследуют цель неформально стать снежным барсом, пытаются зайти на все вершины. Ну, честно говоря, конечно, любой ценой. Зарина, спроси, пожалуйста, не страшно ли было ему одному приезжать сюда и идти
на эту гору. То есть он же не знал, какие команды здесь присутствуют. Почему он именно один все-таки поехал? Не страшно остаться было здесь. У него ведь сын 10 лет. برای شما خطرناک نبود اینجا تنها بیاید برای که در اونجا شما پسری 10 ساله دارید شما نمیدونید اینجا چه خیلی است با کدام گروه میروید خب ترس نداشتین کوهنوردی من تو ایران زیاد کوهنوردی کردم که خطرات زیادی رو دیدم دفعه اولم نیست و هر کسی تو زندگی بالاخره تو اون راهی که داره بعد ریسکشو بکنه حالا یه نفر فقط پارک آبی رو انتخاب میکنه یه نفر این راه رو انتخاب میکنه هر کسی یه راهی رو انتخاب میکنه بعد حالا خداوند همیشه با من هستش کمکش رو لمس میکنم ولی همیشه مراقب هستم بی careful کاملا همیشه مراقب هستم که مثل یک شطرنج بازی کنم از خطرات کد خطرها رو لمس میکنم به خاطر همین اصلا اینم اما آهسته صعود میکردم اسلو موشن و آهسته صعود میومدم که ضریب خطر رو بیارم پایین Он говорит, он в Иране таких опасностей видел, что он не боится. Да. И у него всегда Бог с ним, он верит в Бога, поэтому он не боится. Он знает, где опасно, где можно миновать опасность. Он как в шахматы играет, вот в шахматах. И он медленно идет, потому что вот миновать опасность и медленно спускается. Поэтому не боится. Ну, все понятно. Ну, скажу еще раз, что мы с Мехди практически на восхождении были рядом, друг друга, собственно говоря, видели. И я уже вначале сказал о том, что для меня, конечно, стиль важен, но то, как он решился все-таки выехать, и для меня большой неожиданностью опять в очередной раз стало то, что тактика его была такова, что он ориентировался на большую, как он говорит, русскую команду, за которой необходимо было следовать, узнавал заранее их планы, узнавал погоду и шел четко по их следам. Но это его выбор, конечно, мы об этом говорить не будем. Я вот почему этот именно вопрос задал, потому что если бы этой команды не было рядом, что бы он делал? То есть на что бы он, на какие бы силы надеялся? Предвосхищая еще раз ваше внимание, скажу о том, что собственно говоря, вчера поздно вечером мы вынуждены были все-таки выйти к нему на помощь, потому что в течение последних 3 дней, когда он спускался, он оставался практически на горе один. То есть ребята в непогоду большой командой спускались впереди него и оставляли его позади. На радиосвязи он часто очень опаздывал, сообщал информацию о себе не всегда четко, не всегда понятную, поэтому базовый лагерь постоянно беспокоился о его здоровье, о его жизни. И буквально 2 дня назад мы приняли решение о том, чтобы все-таки выйти к нему, но он попросил 1 день еще, что он будет выходить. Сопровождающие рядом группы сказали, что все-таки увидели, что он двигается, и вчера к вечеру, когда он выходил уже на опасный участок пути, мы приняли решение выйти к нему навстречу и, ну, скажем, оказать помощь, помочь ему быстрее спуститься в лагерь, потому что все по его передвижениям, по его скорости, по его манере говорить было понятно, что он как минимум еще на 1 сутки может остаться на горе. И, в принципе, шансы спуститься были живым большие, но, наверное, мы не могли больше терпеть и все-таки вышли, скажем так, ему помочь. Когда его встретили, он, конечно, был обезвожен, он очень тяжело передвигался, медленно, но было понятно, что в наших условиях это не совсем адекватно, не совсем понятно. Для чего ходить на гору с такой, иметь такую цель и в таком состоянии передвигаться? Конечно, нам это было сложно понять, и вот мы сегодня решили вот эти все вопросы поднять, попробовать получить ответы на все на это. Вчера в течение длительного времени, чтобы занять, скажем так, паузу, мы спускались 3 или 4 часа. Мы задавали подобные вопросы ему и, в принципе, имеем пока небольшое общее представление. Но и общая цель, конечно, которую он преследует, это, конечно же, получение заветного почетного звания снежного леопарда, как говорят. Саед Мехди Табатайе. Sorry. Ну, конечно, многие хотят, это абсолютно нормально, но то, как это происходит, какими целями,
что используется при этом и что лежит на кону, конечно, для нас очень сложно понять. И, в принципе, если он пойдет на победу, как он говорит, в следующем году с подобной подготовкой, к сожалению, будет нам очень жаль, если он не сможет ее осуществить. Я ему вчера задавал вопросы о том, что знает ли он, что в прошлом, позапрошлом году его коллеги из Ирана остались там. Он говорит, в принципе, я все понимаю, все знаю, это их выбор, и я иду тоже на это. Ну, понять, конечно, его можно. То есть спортивная цель, амбиции, это все хорошо, но если человек не понимает, что на кону лежит жизнь, конечно, это обидно. И вот мы сегодня и вчера с ребятами обсуждали эти вопросы. Нам кажется, что мы должны вмешаться в этот процесс и показать, что есть другой стиль, есть другие проблемы, которые могут возникнуть из-за этого. И нам хочется, чтобы он все эти риски понимал, осознавал и заранее предупреждал. Но мне кажется, что мы, конечно, не добились своего, и не очень хотелось бы, чтобы он все-таки туда поехал именно один. Какие еще ему вопросы задать и рассказать о том, что это действительно очень опасная гора, намного даже сложнее коммунизма, я даже не знаю, честно говоря. На некоторые вопросы он нам абсолютно никак не отвечал, видимо, понимая всю эту суть этой проблемы. А может, и не понимая по переводу, конечно, нашего. Но сейчас, я надеюсь, мы еще попробуем спросить у него, нужна ли все-таки ему эта победа или нет. Зарин, спроси, пожалуйста, нужна и что готов он положить ради того, чтобы стоять на вершине победы? Что он готов заплатить за это, скажем так? Готов ли жизнь он отдать за победу? به چه قیمتی شما میخواین نه победа پوبدا خیلی خطرناکتر از پوبدا رو من احتمالاً با یک تیم 3 نفره برم از کوهنوردای خوبی که دوستامن امسال ایران. مشکل مالی داشتن ولی برای سال بعد یه تیم 3 نفره خوب میریم ورد فنی هم هستن اونا رو هم مثل من صخره‌نوردی میکنن. Он хочет в следующем году, втроем они хотят идти туда, потому что в этом году они тоже, его друзья из Ирана, по финансовым проблемам, они смогли приехать. В следующем году они тоже профессиональные альпинисты, скалолазы, и они хотят втроем туда. پارسال هم رفت تا 7000 تا 400 متری قله‌اش رفت یکی از دوستام تجربه پوبدا رو داره. В прошлом году из этих один его друзей, в прошлом, да, то когда он баландиш рафт? تا 7000 Да, до 7000 هوا дошел. خراب شد. И погода испортился, и он вынужден был вернуться. До 7 дошел один из Спроси у друзей. него, если бы не было финансовых проблем в этом году, считает ли он, что он готов в этом году сходить на победу со своими друзьями? Пошел бы вот прямо сейчас на победу? اگر دوستای شما مشکلاتی مالی نداشتن شما آماده بودین با 3 نفری امسال победа رو سکوت کنید. نه پوبدا امسال برنامه‌ام نبود. Нет, они в этом году у него нету в программе, у них в программе не было победы. Только پله коммунизм. پله. По ступенькам, постепенно. Постепенно. Ну, в принципе, конечно, правильно, но вчера, конечно, он говорил о другом нам, о том, что он, в принципе, готов бы пойти, и он готов идти туда. Ну, со своей стороны скажу, что если бы не было тех веревок, которые ребята-гиды провесили, если бы не было той большой группы впереди, которая шла перед ним, а это было 18 человек, которые тропили ежедневно, а я скажу, что тропить приходилось ежедневно, и когда вышли из штурмового лагеря, вся эта большая толпа работала слаженно и очень хорошо. Мое мнение, что если бы он пошел один туда, он бы, конечно, ну, как минимум покалечился, честно говоря. То есть физически, технически он у нас не готов абсолютно никак. И говоря о вчерашнем моменте, я, конечно, был немножко расстроен, скажем так, зол о том, что он все-таки на этих эмоциях, о том, что он на гору сходил, все хорошо, он хотел пойти на гору. Но, видимо, за ночь все-таки он одумался и решил не идти. Ну, это один момент, ладно. Как бы вопрос будущего, надеюсь, что он все-таки это обдумает, может быть, этот фильм он у нас еще посмотрит и какие-то мысли у него возникнут.
Меня заинтересовал еще один очень большой вопрос вчерашний, который опять возник, и который возникал у нас в прошлые годы. Когда у него не было сил, мы ему все-таки предложили использовать некоторые лекарственные средства. Основное средство, с которым мы работаем, это дексаметазон. В первые минуты, в первые полчаса, наверное, у нас категорически отказывался использовать дексаметазон. Почему все представители Ирана отказываются от использования дексаметазона? Они считают его за допинг или, может, по каким-то религиозным соображениям? Почему его нельзя использовать? Это укол, да? Укол, таблетки. То есть изначально он отказался, потом, конечно, мы ему объяснили, что все нормально, но нужно, чтобы он прибавил сил, и мы сегодня же доберемся до базового лагеря. Он все-таки согласился использовать, то есть выпить готов был ампулы, но никак не использовать именно в качестве укола дексаметазон. Почему такое непринятие лекарств? И в целом это лекарство касается. Почему? برای چی همه ایرانی‌ها وقتی که به شما میگن که امپول استفاده برید شما استفاده نمیبرید شما دوپینگ هیست میکنید برای چی یگان ایرانی دوپینگ نمیکنه. برای چی نه همین امپول رو دکسامیتازون برای چی استفاده نمیبرید من نه عادت فقط شما ندارم. همه آره. ایرانی‌ها آخه میدونی چیه، من عادت من اینه، میگم که از طریق مواد غذایی انرژی رو به دست بیارم. دیشبم خیلی دیگه چی کردم، ولی خب اصلا دیشبم چند دوستش ایشون چند تا قرص دگزامتازون به من داد، هیچ تأثیری دوباره نداشت که بگم بهتر استعمال شدم. کردی چند تا قرص بهم داد ولی خب باز اون خستگی پاهام بود. ولی غذا بهترین چیزو من از غذا میگیرم. он не нуждается в уколах он энергию берет из еды. Вчера, говорит, его друзья дали пару таблеток ему, и он не почувствовал, облегчения не почувствовал. Его ноги устали, ему надо было просто питаться. میگم من دیشب مقاومت کردم در برابر دگزامتازون. درسته دوستت الان اینو میگه که دیشب مقاومت کردم که نخورم ها. نه این میپرسد که برای شما هم پارسالم سال گذشته هم میخواد بود که ایرانیا از خوردن قرص و آمپول نمیخواد. شاید هم یکی علتاش اینه که داروهای اصلی تو ایران نیست. به خاطر همین ما اگه داروی اصلی باشه تقلبی نباشه شاید استفاده کنیم. اصلیش کم پیدا میشه. Он говорит, может, потому что в Иране нету настоящих таблеток, они поддельно используют. А если настоящие, они боятся, что что-то с ними будет. Если бы он говорит, у них было вот настоящее, да, вот не, скажем так, Не подделки? не подделки, они бы пробовали. Это один из вариантов он предлагает. То есть почему на какой-то религиозной подоплеки в этом нету? Нет. Все. А вот почему на самом деле все, он не знает. Это один из его вариантов, короче. Может, поэтому они не принимают, потому что, может, что-то организм их не примет. Привыкли к другому, а здесь гора все-таки. Все понятно. Ну вот наблюдая за Мехди, когда он передвигался по маршруту, по всему, то есть на горе вверх и вниз, примерно по лагерям, мы прикидываем о том, что группы должны хотя бы проходить, в среднем 400-500 метров по высоте. Мехди, конечно, очень сильно опаздывал от всех. Очень сильно мы за него переживали. Он говорит, это его тактика, вот медленно Да, идет. да, тактика. Вот я вчера тоже ему вопрос этот задавал, он мне ответил, сказал, что он берет действительно энергию из еды и говорит, когда я посплю, у меня сил больше. Но почему-то он просыпается все время позже всех. Но мы, как правило, советуем всегда вставать рано-рано ночью и осуществлять переходы для того, чтобы было холодно, для того, чтобы был снег смёрзшийся, для того, чтобы был запас по времени дневного по переходам. Почему он встает все время поздно? Почему? И это не только он, это представители Ирана встают всегда. То есть они любят поспать? Почему так? برای چی اروپایی‌ها بر وقت از خواب بیدار میشوند شما ایرانی‌ها خیلی خواب رفتن دوست می‌دارین یا که تاکتیکای شما است برای چی دیر از خواب بیدار میشی اتفاقا من اینجور نیستم. اون говорит я не такой Не такой. من Это не так. 5 صبح 6 صبح بیدارم. в 5-6 утра он уже هر в روز. ногах каждый день چون سرم شلوغه. потому что он очень занят خیلی سرم شلوغه. کارهای زیادی دارم. هم تو خونه هم بیرون از خونه. в Иране он просыпается в 5-6 утра потому что очень много дел من از 5 و 6 صبح بیدارم تا 12 شب.
С 5-6 утра до 12 ночи он в ногах. تو روزم بعد از نهار تو روزم بعضی عادت دارم بخوابم، من اصلا اونم نمیخوابم چون کسل میشم. Даже в обед он не хочет спать. Все понятно. Ну вот смотри, من جزء اون کم خوابم. просто в одном из лагерей, когда мы находились вместе, моя группа выходила в 3 часа, большая группа выходила примерно в 4:30, но он, видя, что группа уходит, все собирался, все делал, конечно, но выходил намного позже всех. Ну, если что, то нам туда завтра. Сань, это нам асфальт. Гора готовится. Да, кстати, да. Завтрашнему дню-то будет кайфово. Которым они стартовали коммунистские. В районе 5 примерно пошли, а он намного позже. خب منم با اونا حرکت کردم. من همیشه با تیم روسی حرکت میکردم. Ангар, я стартовал с ними. Хорошо. Если бы этой русской команды не было, что бы он делал? Агар ин гури руси нами-буд, шумо чикор мекардем? من تنهایی نمیرفتم. تنهایی دیگه Не пошел бы دیگه- вообще. То есть вообще на коммунизм бы один не пошел он. تنهایی دیگه دیوانگیه. В منتظر одиночестве میموندم. это сумасшествие. Ну это Он хорошо. тазер- Это хорошо, что он так понимает. نه منتظر Большой میموندم респект, как که говорится. کسی با هم بیاد. Он бы подождал, если бы кто бы появился, он бы... А, с ними вместе, пошел. да, Все равно, с то есть ними. объединился с кем-то. Ладно, Да, все, да. вопросов Один был нет. не пошел. То есть некоторые вопросы мы все-таки сегодня не разрешили, которые вчера на вчера он не смог ответить нам. اون دیگه میشه خودکشی. Потому что это уже самоубийство, если... Хорошо. Если бы он нашел кого-то из компаньонов, маленькая группа будет, сколько времени он планировал бы на коммунизм, чтобы подняться? Сейчас он поднялся за 6 дней, за 3 дня спустился. Если бы никого не было, ну, 1-2 человека, напарники были бы, сколько бы дней он планировал находиться на горе? اگر که این گروه بسیار نفره روز نمیبود شما مثلا 2 11 نفر بودن. آره شما اگر این گروه نمیبود شما مثلا 2 نفر میبودی الان شما تو 6 روز سکوت کردین آره 6 روز. 6 روز اگر شما 2 نفر میشدین چند روز سکوت میکرد تو چند روز بیشتر یا دوستای کمتر؟ خودم بودن. فرق نداره اما باز برنامه‌م این بود که یه مرحله‌ای صعود کنم تو 6 روز. اگه دوستام بودن. если бы с ним были вот друзья он также за 6 дней у него- За 6 дней, то есть 6 дней все равно Да, планирует, да, да? да. با دوستام بودم همین. اما یه مرحله 6 روز با اکلیماتیزیشن با هم هوایی. с акклиматизацией за 6 дней. У него такая тактика. Вот, медленно, Ну, вверх. Опять небольшая ремарочка. У нас, когда Мехди приехал, он приехал без акклиматизации и пошел, условно говоря, в альпийском стиле. Он акклиматизировался только у себя в Иране, на горе Димовент. И, в принципе, ну, да, конечно же, он зашел, шел медленно. Может быть, это его действительно тактика, может быть, это проблема с акклиматизацией, но, тем не менее, он зашел. Зарин, спроси у него, пожалуйста, было ли ему вообще сложно? Гора ему легко далась или нет? دشوار بود یا آسان بود برای شما؟ تقریبا میشه گفت این 80% سختی داشت. برگشتش خود دیگه چون کمترم غذا میخوردم یه ذره دیگه سخت‌تر شد. صعودش 80%. فرودش خب دیگه تمام توانم رو داشتم. صعود 80%. فرود دیگه تمام توانم رو داشتم. Подъем от 80% ему было тяжело, а вот возвращение вот вниз, это он все, короче, отдал, чтобы, ну, еле-еле дошел. А ему час назад спрашиваю, ну, все хорошо. Почему помощь не попросили? Потому что не нужна была. Я своим ходом шел, я бы дошел сам. Я говорю, у вас руки вот пальцы. Нет, это же не помощь, это не просит, это нормально. حالا داستان دیروزم بگم. تو کمپ یکی از همکارای دوستم شرپا بود، داشت تیم میبرد بالا. با هم بهم آب داد و خوردم اینا. از کمپ یک داشتم میومدم پایین. گفت پرواز هلیکوپتر فردا. گفتم فردا هلیکوپتره. گفت کنسل شده. اینو که گفت دیگه خیالم راحت شد. بعد دیگه آهسته اسلو موشن قسمت صخره‌ایش راکی زوم قسمت صخره‌ایش هم آهسته اومدم بالا، اومدم تو کف یخچال که دیگه اینو دوستا لطف کردن اومدن که منو تا بیس کم بردم. گفتم چون پرواز هلیکوپترم کنسل شده بود دیگه می‌خواستم نه امروز چون کنسل شده بود دیروز هم دوباره آهسته اومدم گفتم برم اون منطقه که هلیکوپتر میشینه دایره من برم اونجا چادر بزنم که امروز صبح پاشم نرم بیام اینجا. ولی خب دوستان اومدن
دستشون درد نکنه گفتم که تا بیس کم من آوردن. اینم بگو الان این لازمه. Вчера он дошел до первого лагеря, از کمپ یک شرپا رو دیدم. он встретил ребят, и он торопился, он думал, что сегодня вертолет. Эти ребята дали ему воду, сказали ему, что вертолет перенесли на 8 числа, и он медленно, и он успокоился, медленно прошел ледник, да, и он хотел сегодня ночевать на вертолетке. И чтобы сегодня утром медленно и дошел до лагеря. И он хочет, вот спасибо ребятам, что они вчера пришли ко мне на леднике. Да, на леднике встретили его. Да. یه زرافکا نگران شده بود. Потому что Здравка Да, переживал, очень поэтому... сильно переживал, конечно. Да. رادیوم اوور شده بود. گیم Да, اوور да. شده. Мы поняли, что радио у него село, а аккумулятора нет. Ну что, вроде бы все по ответам нормально у Мехди, проблем никаких нету, то есть он согласно плану, согласно своей тактике передвигается. В принципе, как и все остальные его друзья, с которыми мы раньше работали. Но, может быть, действительно, это наша проблема в наших головах о том, что мы ходим по-другому, о том, что ходим мы, может быть, быстрее, о том, когда вот такие события происходят на маршруте, вроде бы которые запланированы, которых мы не знаем, и мы думаем, что это все-таки проблемные. По предыдущим фильмам, читая некоторые комментарии, конечно, говорят, что это их проблема, если что-то с ними происходит, то есть если у него вот даже, вот посмотрите, ну все, ладно, показывать, наверное, не будем, у Мехди небольшое обморожение есть, там ноготь отлетел, их показывать не будем, то есть некоторые считают, что это не проблема, и вот таких восходителей, как Мехди, скажем так, терпелка, наверное, на более высоком уровне, то есть они могут терпеть такие боли, для них это может быть и не проблема, для нас, конечно, мы сразу, может быть, где-то мы паникуем, хотим помочь, для них, видимо, это норма. Но вот где грань вот этой нормы, понять сложно. То есть, а может быть, человек не вытерпит и, не дай бог, совсем обморозится и загнется там. И некоторые из комментаторов говорят о том, чтобы, условно говоря, перешагивали через таких людей. Но это сложно принять, когда ты находишься рядом, когда ты находишься, скажем так, на своем рабочем месте, может быть. Это то место, где мы свое время проводим. И переходить через таких людей очень сложно. И мы пытаемся вот разобраться все-таки, может быть, в менталитете таких людей, что они думают, почему они идут на это. Может быть, от отсутствия знаний, может быть, от того, что физическая форма у них слабая. К таким событиям все это приводит. Может быть, потому что действительно они просто ничего такого не знают, поэтому возникают такие проблемы. Для нас проблемы, для них это, видимо, норма. И все же, вот, несмотря на все это, несмотря на понимание вот этого интервью, все равно остаются вопросы. То есть у человека сейчас план победа, а для опытных спортсменов это гора очень сложная. К сожалению, не совсем недавно, и 10 дней, кажется, не прошло, как очень опытные товарищи остались на этой горе, пока не найдены никем. А тут с таким уровнем люди собираются сюда ехать, и, конечно, очень жаль. Хочется предупредить, хочется научить, хочется объяснить людям, что не так-то просто получить это звание снежного барса, снежного леопарда, как говорят иностранцы. Очень жаль тех ребят, которые окажутся рядом, к сожалению, мне кажется, с такими, но я их все-таки считаю неподготовленными людьми, и им придется решать ту же самую задачу, которую мы решаем сегодня здесь, помогать, решать, спасать, менять свои планы для того, чтобы спасти. Многие из них рискуют своей жизнью, как это происходило в прошлом году, когда к терпящей бедствие группе пришли другие ребята, и, к сожалению, кое-кто из них погиб, помогая другим. И вот не хочется, чтобы допускались вот такие ошибки просто на ровном месте, из-за каких-то амбиций, из-за каких-то галочек, званий, регалий. Ну, конечно же, если ты их получаешь, видимо, вот Мехди вчера говорил о том, что он, приехав домой, конечно, у него есть спонсор, который ему помогает, у него есть новые вершины, которые он планирует, то есть новая высота, на которую он хочет идти. Но когда она достигается вот таким способом,
Очень печально все это смотреть, честно говоря. И вот эти события, которые сейчас у нас здесь происходят на Москвина, а у нас, ну, все-таки назовем это спас-работами. То есть, если человек терпит бедствие, ему необходима внешняя помощь, назовем это все-таки спас-работами. У нас их за этот период, мы здесь находимся, наверное, около месяца сейчас на поляне Москвина, мы помогали, насколько я помню, 6 или 7 группам уже. Кто-то ломался, у кого-то вылетало плечо, у кого-то были обморожения, кого-то спускали даже на носилках, было подозрение на перелом голеностопа. И все вот эти ситуации мы же предупреждали. Мы их все знали, что они будут. Мы знали, что все-таки помощь потребуется и Мехди. Я тут иранца встретил, говорю, ты один? А, он ушел все-таки? Он говорит, один. Ёлки-палки. Я с ним поговорил, в общем, опять начинается. То есть у него есть акклиматизация на Дымовенде, говорит. Это 5000. Да. Есть акклиматизация на Корженевской. А, у него? Да, 12 лет назад. А, Надеется на нее и решил сходу зайти на коммунизма. Тактика у него зацепиться за группой и идти по следам. Что будешь делать, когда в трещину попадешь? Говорит, у меня веревка есть. Я говорю, там трещины широкие. Говорит, я вас позову на помощь. Вообще беда какая-то с ними, я не знаю. Наивные идут. Но вроде по снаряжению более-менее подготовлен, в отличие от прошлых наших коллег. Но, блин, я не знаю, что делать. Вообще ничего не действует. Все это было известно заранее, и оно, вот именно говорю еще раз, а тут происходит по той же самой схеме. Из года в год. Прямо в лагере это все видно. Почему не реагируют сами восходители, к сожалению, вообще непонятно. Я не понимаю этого процесса, поэтому хочется вот передать какие-то, может быть, знания, может быть, опыт, может быть, наши переживания таким людям. Но почему-то это, кажется, впустую уходит. Сам не знаю почему. Вроде Мехди, вот сейчас познакомились, поговорили, хороший человек, приятный, благая цель хорошая, следует своей мечте точно так же, как и мы, но она идет, для нас, кажется, немножко кривовато как-то, так, на грани, на острой грани, с которой можно сорваться. Если бы не было той русской группы большой, которая шла перед ним, конечно, горы бы не было. Она бы у него выпала. И непонятно, в каком качестве он бы вернулся в базовый лагерь. Вот это вот все печально. Ну, а давайте Мехди пожелаем успехов, счастья. Надеемся, что он все-таки найдет свою команду большую, хорошую, с которой он сможет сходить. И мне хочется, чтобы он на победу все-таки не ходил. Какая бы все-таки эта мечта ни была, но на данный момент он не готов. И скажу о том, что я желаю, чтобы он все-таки не ходил на победу, а сходил на какие-нибудь другие вершины со своей компанией. И остался жив, здоров, вернулся в семью, к ребенку, к сыну. Он мехват ки шумо ба победа наравид. برای اینکه خیلی خطرناک است. کلا الان تمام این حرفایی که میزد خلاصه حرفا چی بود؟ من چون روسی متوجه نمیشم دیگه. خلاصش این بود که وضعیت من اینجا چطور بود؟ تو کمونیسم. نه وضعیتون خوبه. تو کمونیسم تایید کرد. خیلی از شما تعریف کرد. میگه که شما آمادگی خوب ندارین برای سکوتی победа داره. نه الان نه در مورد کمونیسم چی گفت؟ مثلا اون چی گفتم کمپ یک شرپا منو دید. گفت هواپیما هلیکوپتر کنسل شده، من اومدم پایین و اینا رو بهش گفتی؟ آره. خب قرار بود اونجا بمونم یه شب بعد بیام آهسته پایین. اینا الان کمونیسم منو تایید کردن دیگه چون آره. شرپا آره. دیگه خوب بودی حالا درسته؟ آره. خب حالا من حالا یه تیکه رو بفرمایید شما تا آخر چی گفته؟ با شما چی گفت؟ نه الان این حرفایی که روسی زد خلاصش چی بود؟ خلاصش این بود که از شما خیلی خوشش اومد، خیلی آدم خوب هستین، اما آمادگی ندارین برای победа. برای شما خیلی دشوار بود کمونیسم، سکوت کمونیسم. اون میخواد که شما با گروه خودتان بیاین با اونها. خودش هم هست. با گروه میتونید. победа. نه победа نه. Вместе хочет сходить. победа. Да? победа.
خب Шутит. حالا من برای پوبدا میدونم که پوبدا این یکیکه رو ترجمه کنیم. باشه. پوبدا از اورست و کیتو هم سخت‌تره. نانگا پاربات، آناپورنا. Новые цели, говорит. Не, он говорит, что победа сложнее, чем Эверест и... Все Кейту. верно. Да. Все верно. نانگا پاربات. Yes, yes. پوبدا از 8000 سخت‌تره. Он сложнее, чем восьмитысячник. Да, да. به خاطر همین باید با آمادگی کامل برم. Он хочет очень хорошо подготовиться и потом туда идти. Он все это понимает, Понимает. все риски понимает. Ну это хорошо. پوبدا برای من اینجاست. این پسرمو که دیدین. اون اینجاست. Ага, ага. Здесь Все, я понял. победа, Где а победа там- находится, где А Эверест. там нет. Точнее, Победа. на какой стадии он находится, где победа. پوبدا is here. My son. Здесь Here. А, вот, good. Life. Yes, yes. Very over. Ну, скажи ему еще, что вот я и моя команда Ага, тоже ничего. хотим туда поехать. Уже не первый год мы тренируемся, готовимся. А он понимает, он видел нас на маршруте, насколько наш уровень выше, чем у него. И тем не менее мы надеемся на погоду, мы надеемся на другие команды, которые там будут находиться. Это не просто так. حالا گروهی آمادگی داره چند سال که با победа دارن. آره. شما اینها رو آره. آره. در سکوتی کمونیسم دیدین. اینو آمادگی اینها از شما خیلی بهتره. آره؟ نه تجربهشون کمه. فقط جوانترن. اون تو ایران رو میگی اونا جوانترن تجربهشون کم توانشون بالاتره. نه. ما ایرانی رو نمیگم. ها. من الکساندر میگم. نه اینا اوکیه. خیلی آمادگیشون از شما بهتره. آره آره. این کس میگوید که اینها 3-4 سال هستن که آمادگی میبینن تا که با победа روند. اما شما دیدین که آمادگی از شما خیلی بهتر است. اما اینها باد هوا رو نگاه میکنن، گروه هایی که از اینها بالاترن، برای همین این آمادگی خوب دارن اما میترسن با победа روند. شما که آمادگیتون اونقدر خوب نیست، میگه که این کس میگن که شما خوب که نروین با اونجا. آمادگی کامل نداره. اگه آمادگی کامل داشته باشم میرم. با Он آمادگی знает, что کامل. вы сильнее их, что вы очень подготовлены. Но он говорит, я ему объяснила, что вы вот готовитесь, но вам трудно. با یه Вы تیم видели, قوی. да, как они? Он говорит, да, я видела, что они сильнее меня. Но он говорит, если я буду полностью готов, потом я туда пойду. Я вот так просто Хорошо. туда. با یه تیم قوی. Good. С хорошей командой, сильной командой он хочет туда идти. پوبدا اصلا اگه آمادگی نداشته باشی خودکشیه. تنها باشی خودکشیه. Победа, если там это полностью не готов, это самоубийство. Если один пойдешь, тоже самоубийство. Он все это риски вот понимает, но... Ну, надеюсь, мы все-таки убедили хотя бы одного человека в правильности решений, когда готовимся к экспедиции на сложную гору. Надеемся, что все-таки не прошли даром наши вчерашние беседы, наши сегодняшние беседы. Надеюсь, что все-таки он поймет. И многие другие. Он میخواد اگر شما آماده باشید با اینها بیاین تمرین کنید با کلاهای پستر. آمادگی داره؟ نه من آقا زندگیم ایرانه. کی Я میشه؟ ему сказала про то, что вы сказали, он может с вами тренироваться. Хорошо. Моя жизнь в Иране не может он. همه چیزم ایرانه. У него все там. Все понятно. نمیشه که بیام. Не может. Ну, мы Мехди показывали кадры прошлых наших экспедиций совместных. Так получается совместных с иранскими командами, когда люди возвращались с обморожениями, серьезными обморожениями, когда их приходилось выносить очень много дней оттуда. Очень сложно было. Кадры, конечно, устрашающие, поэтому надеюсь, что они как-то повлияют на него. И надеюсь, он понимает, что все это происходило с его друзьями, с его согражданами, именно с его согражданами. Конечно, еще раз повторюсь о том, что, конечно, и другие допускают ошибки, но именно в каждой экспедиции, сейчас вот на данный момент нас порядка 80-90 человек находится на поляне Москвина, и больше всего мы переживали именно за Мехди, представителей Ирана, представителей той школы, откуда он приехал, которую он представляет, поэтому именно на него упор у нас был, и вот до последнего, до вчерашнего дня мы больше всего переживали только за него. Ну и сейчас он у нас находится в базовом лагере, весь лагерь выдохнул.
Давайте я подытожу. На мой взгляд, вот эта вот да, великая да, цель, она у них в Иране религиозный смысл имеет. Я Стать могу снежным спросить у него, барсом. Да. Зачем ему это надо? Вот. И вот давайте у него спросим, зачем? Зачем так стремятся все к этой цели? الان من باید از شما سوال کنم آره. برای چی برفی شما چی میگین سنیش برس؟ برف Леопард. لپارد؟ Снова леопард. اسم لپارد. برای چی شما میخواید که همین لپارد رو بگیره؟ ببین من اون حالا دولت ایران با شما یکم کمک میکند برای شما نه کمک نمیکنه این ایران. این نه ولی مثلا چون الان با پسرم هم دارم ورزش کار میکنم نصفش به خاطر پسرمه نصفش به خاطر خودمه به خاطر آینده ورزشی پسرم هم هست государство не помогает, Мгм. он просто хочет для себя и для сына. А в целом в Иране. дает? Вот что Да. дает? ولی هویدا رو گفتم با آمادگی کامل میرم نه شما لپاردی برفین میخواد نه؟ آره دیگه دنبال اون مداله هستم برای چی؟ به خاطر آینده ورزشی پسرم و اینکه خودش یه افتخاره یه افتخاریه دیگه تو کوهنوردی قیمتی مالی نداره. قیمت نداره نه پول اصلا فقط حکمه Только для себя хочет, для будущего своего сына, но государство, для государства это ничего не значит. Я не знаю, это может правда, может что-то... Да. Я тоже так думаю, что он не договаривает что-то. Это статус. Просто В стране такой статус есть, да? Да. Для него это вот статус, и вот для сына он старается, для будущего своего сына. Я думаю, что он ради него и живет, наверное. Ну, ты ему скажи, что вот, например, вот есть у нас коммунизм, юго-западная стена, вот с той стороны стена, она очень сложная, одна из самых сложных. Почему он не хочет, например, ее пролезть, а именно идет на победу? Он знает вообще об этом, что там с той стороны есть сложная стена? شما میدونید که کمونیسم از طرف جنوب میشه سکوت کرد، از победа هم خطرناکتر است. میدونی؟ مسیر خطرناکی داره میدونی؟ آره Может, он ее хочет пройти вместо شما победы? نمیخواین با جای победа سکوت کنید از طرف جنوبی کمونیسم. شاید یه روز Может быть, Ага. когда-нибудь. Все-таки хочет Он еще. знает про بیام это. даже. تاجیکستان بیام تاجیکستان از اینجا صعود کنم چون من عمود کار میکنم دیگه فنی دوست دارم Может, когда-нибудь еще приезжает и попробует Схватить ее. сходить сюда. Ну, понятно. В целом, более-менее мы поговорили с Мехди, по крайней мере, некоторые вопросы пытались мы озвучить. Самые злободневные, самые основные, на которые, как кажется, получили честные ответы. Поздравим еще раз Мехди с восхождением на пик коммунизма. Как-никак он там стоял, он находился, зашел своими ногами, спустился основную, по крайней мере, часть тоже своими ногами, поэтому شما تعریف میکنید. congratulations, تبریک Мехди. میگم شما. Окей? Thank you very much. یه دیگه رو فیلمشو از اونجا Спасибо тебе. بگو. که از من بپرس چرا دوستان اسمش هم بگو میگه بیا اینجا با هم تمرین کنیم که من جواب بدم بگم زندگی ایران باش. از همون از اینجا شروع کن استوب دوستمون الکساندر. الکساندر nice to meet you آره ملاقاتش آشنا شده بودم قبلا الکساندر Ну, ты смотри, еще, Зарина, скажи, что вот мы, вот непосредственно, я лично тренируюсь, вот постоянно тренируюсь, больше 24 года в горах я нахожусь, я постоянно тренируюсь, то есть я здесь живу в горах, постоянно совершенствую технические скалы, зимой ходим везде, в ветрах, в команде, по одному ходим, тренируемся, для того, чтобы сходить туда. И то мы еще сомневаемся, чтобы сходить на победу, чтобы он понимал, какой уровень. Что мы для этого делаем? دوستمون الکساندر میگن که 24 سال است که در کوه تقریبا در کوه زندگی میکنند. هر روز تمرین 24 ساعتی تمرین میکنند. اما با همین تجربهش میترسد که با پابه رود. ما هم میریم
Чё Вместе пойдем. Ну ладно. Будем смотреть тогда за Мехди, видимо, опять в Он очередной говорит, раз. он будет вот там еще в Иране есть вот два друзья, которые Ага. очень профессиональные ребята, ну по финансовым причинам они не могли приехать. Ага. Вот он хочет с ними потренироваться. Но он вместе с ними такой же профессионал. У них один уровень профессионализма. این دو نفر دوستاتون که الان تو ایرانن مثل شما هن یا که از شما بهترن؟ اونا از من بهترن، فقط تجربهشون کمتره ولی جوانترن. من I am 46 years old but they are younger than me. اونا از من جوانترن. Они بعد помоложе, но опыта у них меньше, но они сильнее, чем он. Пусть поменяет победу на Хантенгри хотя бы. Хотя бы уж. Победу не надо. Рано. نمیخواد Еще 40 лет пусть тренируется. برای победа رفتن شما مدعی ندارین، میگن یک بار دیگر با خانتنگ رسکت کنید. Или Алло. смотри, Зарина, скажи, пусть, ну и пусть вариант, да. тренирует сына, лучший вариант. Время есть, подготовит сына, расскажет ему все. Он не хочет, он говорит, потому что альпинизм Опасно. это опасно, поэтому он Ага. боксом Ну, занимается. согласен. Тоже верное решение. با آمادگی کامل میرم رو پوبدا، خیالش راحت باشه. Он говорит, пускай, пусть будет он спокоен, когда я буду вот готов на самом деле, тогда я пойду туда. Вот так просто он не пойдет туда. Но Надо спроси, это тренироваться. не следующий год будет все-таки? من قول میدم رکورد А, جاستین не надо بولت رو рекорды بزنم. ставить. Он رکورد хочет рекорд رکورد جاستین بولت رو بزنم، Justin Bolt. قهرمان چمپیون. سرعت المپیک، بعد برم پوبدا. После Олимпиады? Хусейн Болт. جاستین بولت، Хусейн Болт. جامائیکا. Ямайка. Хусейн Болт. Он Ну. хочет победить его рекорд. А в чем? Где? Дар куҷо? На Олимпиаде или где? Кунавардӣ ё ки نه در المپیک. на Олимпиад? Шумо чӣ хел метавонед Как он хочет его рекорд Хусейн побить? Болтро? به شوخی میگم. Он шутит. А, ну все ясно, ясно. Ладно. Победа наверное. сол оянда не. معلوم نیست، هر وقت آماده شدم. Нет, это еще неизвестно. Когда будет готов, не обязательно в следующем Всё. году. У- Если будет готов в успокоил. следующем году, Тогда то успокоил. 100% Потому что آمادگی. вчера после горы он хотел прямо идти на победу в следующем Когда году. 100% будет, он говорит, буду готов, тогда и пойду. Не, ну, может, в следующем, может, в Ладно, этом. хорошо. Спасибо. مرسی. Thank you very much. Thank you very much.